Тощий и облезлый пес по кличке Проша появился на улицах Обаяни весной. Он бродил, ища еды и сострадания у жителей провинциального городка. Но как только он подходил близко к людям, они пугались, морщили свои лица и сразу же старались отойти подальше. Дети тыкали пальцем в сторону Проши и смеялись над ним, называя его пугалом. В такие мгновения он опускал низко голову и просто уходил, еле переставляя своими тонкими лапками. Его такое отношение обижало, ведь он был не виноват в том, что болен. Несмотря на то, что люди прекрасно знали о несчастном псе, никто даже не пытался помочь ему. К нему относились как к пугалу и даже не хотели подкармливать его. Недавно, мимо магазина, где чаще всего можно было увидеть Прошу, проезжала девушка из другого города. Она заметила пса и остановилась, чтобы узнать, что с ним. Вероятно, за долгое время это был первый человек, который шел к нему, а не убегал от него. А Проша замер под дождем и смотрел на нее удивленными глазами. В его глазах была видна вся боль и обреченность, что в душе у девушки все перевернулось. Пес был настолько несчастным и никому не нужным, поэтому он чувствовал себя лишним в этом мире. Рассмотрев его близко, девушка поняла, что у пса серьезная кожная инфекция, которая, вероятнее всего, заразна. Алина понимала, что не может ему помочь, поскольку занимается разведением собак, и она не может рисковать ими. Тогда Алина позвонила мне и попросила помочь, прислав фото и видео с Прошей. Я часто вижу, как страдают бездомные животные. Вернее, ежедневно и по несколько раз, и мне каждого жаль, но когда я увидела Прошу на видео, то слезы сами потекли. Как же можно было довести бедного пса до такого состояния? Так как демодикоз на начальных стадиях можно быстро и легко вылечить. Может быть, у питомца были хозяева, которые, заметив проблемы со здоровьем, просто не захотели заморачиваться и выгнали его из дома. Прошу мне было некуда уже забирать, но и бросить его без помощи я не могла, ведь таким с улицы его не заберет никто, даже волонтеры. А значит, там он обречен. Я отправила за Прошей своих ребят, еще не понимая, где я его размещу. Когда они приехали в Обаянь, то старичок сидел прямо под дождем возле дороги, словно ждал, что его спасут. Когда автомобиль затормозил, ливень прекратился и появилось солнце, словно давая знак, что теперь все будет хорошо. Какой-то мужчина вышел угостить Прошу, пока его снимали на камеру. Пес радостно подпрыгивал в попытках поймать еще один кусочек еды. Мы отвезли Прошу к ветеринарам, которые ужаснулись при виде его. Песик оказался добрым, послушным и ласковым, но сильно боялся всех процедур. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!